Кать, это... Никита мялся, переступая с ноги на ногу. В общем, это... Что, в сауну с мужиками сходить хочешь? Не, Никита помотал головой. А что, на рыбалку? Да не. А что тогда, Никит? Да это... Мама приезжает. Ненадолго, Кать. Пока ты в командировке, она тут это... И потом поживет пару месяцев. Чего? Катя присела на стул. Чего? Какая пара месяцев? Ты что, собрался со мной развестись? Нет, Кать, ну чего ты? Что ты такое говоришь? Ну, ты же знаешь, ты отлично знаешь, что я не могу ужиться с твоей мамой. С ней никто не может ужиться. Я понимаю, что твоему папе нужен отдых, но я-то при чем? У тебя еще два брата. Вот пусть к ним и едет на пару месяцев. Как раз каждому по месяцу. Да она уже у Валерки 2 месяца прожила. Там Томка вещи собрала его, ну и материны, соответственно, и выставила. Они к Витьке поехали. Кто? Ну, Валера с мамой. Так, и? Ну, ты же знаешь Ольгу, она же спокойная. Ого, дальше, зловещим шепотом сказала Катя. Дальше что? Твои оба брата вместе с маман едут жить к нам? Да не, Витька Ольгу сильно любит, а она вещи собрала, детей взяла и уехала. Он их выставил, ну, Валерку с матерью. Валерка домой вернулся, а мама, она к нам. В общем, номер как с Валеркой не пройдет. Мне тебя гнать некуда. Как я понимаю, как у Ольги у меня тоже не получится. Ты меня не настолько любишь. Ты чё, Катюх, я тебя знаешь, как люблю? Ого, вижу, любишь. Кать, ну она же мама. Ты мне объясни, а какого черта твоя мама не едет к себе домой? Она с отцом поругалась и разошлась, кажется. А папа ваш в курсе, что она с ним разошлась? Никита пожал плечами. Я с ним вчера разговаривал, он только заметил, что матери нет. Все в книжках своих, а еду ему же бабушка готовит. Ах, да, ведь твоя мама не может ужиться со своей свекровью, поэтому она решила испортить жизнь своим невесткам. Ну что же, посмотрим, кто кого. Кать, ты чего? Я? Не, ничего. Кстати, в командировке я буду 3 дня. Целых 3 дня отдыха. Катюх, ну блин. Приехав из командировки, Катя застала тишину в квартире. Если 3 дня назад Степка возился с Рафом на ковре, Настя смотрела мультики, Никита лежал на диване и смотрел по планшету биатлон, надев наушники, теперь была тишина. Раф– большой дог, который всегда несется навстречу Катерине, и тот трусливо спрятался где-то в глубинах квартиры. «Ау, народ, я дома!» Из сумрака осторожно вынырнул Раф. За ним молча Степка, следом испуганная Настя и виноватый Никита. «А вы чего без света сидите?» Дети втянули голову в плечи, Раф заскулил и подал лапу хозяйке, как бы выпрашивал увести его отсюда. «Бабушка спит», — шепотом сказали дети. И, во-первых, почему она спит в 5 часов вечера? А во-вторых, Катя посмотрела на мужа. «Я не собираюсь сидеть и трястись в собственной квартире, ясно? И не моргай мне, ни на какие компромиссы я не пойду. Гости считаются 3 дня, остаются надольше — это уже не гости, а такие же сожители и выполняют все правила, которые заведены в этой семье. Так что...» Катя громко крикнула: «Раф, кто быстрее, Степка или ты?» Собака, взвизгнув, упала на пол, дурашливо дрыгая ногами и высовывая язык, таким образом показывая свое счастье, радуясь тому, что мама дома. Степка с Настей повисли на маме. Никита, переминаясь с ноги на ногу, суетливо обнял жену и ткнулся в щеку. Катя прошла в гостиную, включила свет. Игрушки сиротливо лежали в уголке, телевизор был выключен, везде гнетущая тишина. «А где Зоя Петровна?» – спросила Катя. «Мама там», – кивнул Никита. «О, а я думала, что папа у нас большой мальчик и не спит уже с мамочкой», – подмигнула Катя детям. «Кать,
Ну чё ты? Катерина прошла в свою спальню, включила бра. Свекровь спала на их с мужем кровати. Но не любит Катя, когда кто-то лежит на их кровати. Не любит, даже детям не позволяет. Переоделась, тихонько вышла и прикрыла дверь. Начался обычный вечер. Катя готовила ужин, Никита помогал по мере сил, и они болтали о прошедшем дне. На кухню зашла свекровь. «Никита, это что за такое? Ты чистишь картошку? Это что еще?» «И вам здрасте, Зоя Петровна». «Катерина, это выше всяких всех, это немыслимо». «Вы о чем?» «Ах, да, дорогой, мама права. Возьми овощечистку. Ножом слишком толстая кожура получается. Вы уж не ругайте его. Он не со зла столько картошки попортил. Зоя Петровна, а вы чеснок почистите? В холодильнике лежит. Да не там, в отделении с овощами. Вы что, за 3 дня не изучили, где что лежит? Зоя Петровна, лук почистите еще. Никита, ему тоже работу найду. В смысле, мужик? А мужик не человек, что ли, по-вашему? Что с ним не так? Никит, пододвинь сюда, пожалуйста, чашку. Зоя Петровна, что вы в обмороке стоите? Будете чеснок с луком чистить? Или идите у Степки математику проверьте, а заодно и логику, а то складывает 5 яблок и 3 груши, а у него получается 8 вишен. Ну правильно, 8, говорит недоуменно Никита. Катя смотрит на обалдевшую от такого напора свекровь. Зоя Петровна стоит и закрывает рот, бессмысленно выпучив глаза. Между прочим, она хотела сказать Катерине, она многое хотела сказать. Например, то, что не мужское это дело на кухне толочься и еду готовить. Нормальный мужик не должен даже подозревать, где лежит сковорода и как делать зажарку для супа. А Никита стоит и трет морковь на терке. Чистит картошку, да так ловко. Что за сыновья у нее? Думала, что хотя бы Никита. И с логикой у парня того. Яблоки с грушами складывает, вишни получает. С другой стороны, он же правильно ответ сказал. Степочка точно в Никиту. Улыбнулась. Катя все же хабалка. Замучила бедного мальчика. Ах, мой сыночек, мой бедный сыночек. Только открыла рот Зоя Петровна, чтобы свои возражения сказать снохе хабалистой. Та вперед рот открыла и приказания дает. Повернулась Зоя Петровна и пошла молчком проверять у Степки уроки по математике и объяснять ему, что яблоки и груши имеют общее название – фрукты. Катя с Никитой ужин совместными усилиями приготовили, за стол всех позвали. Зоя Петровна рванула скачками, чтобы сыну любимому повкуснее кусочки выбрать. Смотрит, тот уже с половником в руках, компот ребятишкам наливает, те на стол ставят стаканы, от усердия языки вытащив. «Да что это такое, а?» «Катя!» — успела вернуть Зоя Петровна. «А? Барана на! Ну неприлично это!» «Что? Зоя Петровна, что такое? Кто что неприличное делает? Никит, ты в трусах опять по дому шастаешь? Или Степка пукнул? Только от них все неприличие идет. Настя, ты что ли что-то выкинула?» Муж с детьми стояли, пожимая плечами. «Не придуривайся, ты прекрасно поняла, о чем я». «Нет, не поняла». Невестка нагло посмотрела в глаза Зои Петровны. «Не поняла, объясните, что не так?» «Все не так. Ты, Катерина, плохая хозяйка, никчемная жена и никудышняя мать. А вы, посмотрю, так кудышняя. Нет такого слова. А мне плевать, есть или нет, у меня будет. Хабалка. От хабалки слышу». Зоя Петровна подскочила к сыну, вырвала у него половник из рук, шлепнула его в кастрюлю, обдав при этом светленькие шторы и потолок кухни красным компотом. «Ах ты, зараза!» – закричала Катя. При этом подмигнула испуганным ребятишкам. Те враз опустили поднявшиеся плечи и заулыбались тихонько, поняв, что мама совсем не злится и не ругает бабулю, а просто воспитывает. «У вас что, руки не из плеч растут? Вы знаете вообще, сколько Никите пришлось горбатиться на эти обои? А на шторы? На этот компот?
Вы что себе позволяете? А ну, быстро прошла на место и села. Быстро, я сказала. Раскомандовалась она тут. Дома будешь командовать? Сесть, я сказала. А ты чего вылупился на меня? Еще доведете меня и драться начну. Бегом все за стол. Зоя Петровна, мелко трясясь от злости и негодования, решила ретироваться из кухни, но Катя опередила свекровь. Она встала у нее на дороге и, поставив руки в бок, кивком головы показала на стол. «Бегом! Все сели! Приятного аппетита! Всем кушать!» Зоя Петровна демонстративно отодвинула тарелку и смотрела обиженно в стол. «Дети, что бывает, когда кто-то не ест свою еду? Мама за шиворот высыпет!» Бодро сказали в голос ребятишки, посмотрели на прячущую улыбку маму, принялись старательно работать столовыми приборами. «Ешь, баба!» – прошептала Настя. «Она мне котлету раз положила и макароны. Ешь!» «Угу, а мне тефтели с гречкой!» – с другой стороны зашептал Степка. Зоя Петровна принялась вяло ковыряться в тарелке и незаметно все съела. Доев, она, пытаясь ехидничать, спросила у Кати разрешения выйти. Та милостиво разрешила. Они играли вечером в игры, смотрели вместе кино. Зоя Петровна демонстративно молчала и хмурилась. Она выходила в туалет или ванную комнату, громко там сморкалась и всхлипывала, всячески пытаясь привлечь к себе внимание. Проходила с красными, заплаканными глазами и садилась в кресло, отворачиваясь к окну. Утром она встала пораньше, хотела напечь блинчиков сыну. Но на кухне сидела растрепанная Катя, а Никита намазывал ей тост. Сам. Ей. «Мам, доброе утро. Садись чай пить». «Доброе утро, Зоя Петровна. Садитесь пить чай с тостами. У Никиты они очень вкусные получаются». Зоя Петровна было открыла рот, но осеклась и вышла из кухни. Так продолжалось неделю. Катя ругалась, строила всех, при этом дети и муж были предупреждены. Детям это казалось игрой. Никите деваться было некуда. Либо он выставляет маму, если не хочет, то распадается семья, либо терпит то, что делает Катя. «Никита, это что такое? Ты почему позволяешь такое отношение к себе?» Пылая праведным гневом, вопрошает мать. «Ты тряпка, Никита!» «Мам, а лучше будет, если семья распадется?» Спрашивает сын. «И пусть, пусть!» Упрямо отвечает мать. «Как это пусть? Я люблю Катерину, люблю детей. Ты что? Меня все устраивает». «Зато меня не устраивает. Во что ты превратился? Во что? Ты... Ах, какая прекрасная девочка была Олеся!» «Ого, то-то ты гнала ее от меня. На колени вставала, чтобы я с ней не встречался. В обмороки падала. А Люба? Ма, какая Люба? Что ты несешь?» Опять обиженная мама ушла в комнату. «Катерина, нам нужно поговорить». «Давайте». «Катерина, мне не нравится, что происходит в семье моего сына». «Это какого? Где вас выставили вместе с тем сыном? Или где вы чуть не разбили опять же семью? Чего вы хотите? Чего добиваетесь? Ну соберите своих сыновей, увезите их, посадите под замок и радуйтесь. Они у вас больные какие-то? Или что с ними не так? Зачем вы их дураками выставляете?» «Что? Что? Я? Да я только добра своим сыновьям желаю». «Вам самой-то не смешно? Свою семью не сохранили, на старости лет маетесь по чужим углам. У одного сына семью чуть не разбили, второй сам додумался, погнал вас в шею, к третьему приехали. Не стыдно вам?» «Я что, не имею права к сыновьям в гости приехать?» «Имеете. Еще как имеете. Но в гости. Не хозяйкой прийти, по углам шариться, да законы свои устанавливать, а в гости. Приехали, счастливая да веселая, посидели барыней, с внуками поиграли. Едите то, что подадут, спите там, где положат. Спрашиваете, чем помочь? Спрашиваете, а не лезете в шкафу свой порядок наводить. Будьте любезны, уважайте хозяйку, которая здесь живет. Даже если вам и не нравится что-то, молчите.
Это не ваш очаг, а вашего сына и его семьи. Молчите, не суйтесь с непрошенными советами и помощью, и будете тогда вы самой лучшей свекровью на свете. Плохо, что не вы мне это говорите, а я вам. Очень плохо. Мам, в кухню, где на повышенных тонах разговаривали женщины, заглянул Никита. Мам, папа тебе звонит. Ты чего трубку не берешь? Проснулся? Не хочу с ним говорить. Пусть с мамочкой своей живет, раз на семью ему плевать. Катя прыснула. Алло, да я, да у Никиты. Да, мне здесь прекрасно. Дети меня любят и чтят. Внуки просто обожают. А ты сиди и ешь мамины оладьи в одиночестве. Мне надоело. Все, Дмитрий, я не хочу с тобой разговаривать. Маме привет. Катя обескураженно смотрела на свекровь. Ей безумно стало жаль эту маленькую женщину. Всю жизнь прожила с мужем тюфяком, с его мегеристой мамашей, вырастила детей. Судьба не подарила ей дочки. Парни ушли к чужим женщинам. Из дома ее практически выжила чужая стареющая тетка. Куда ей податься? Зоя Петровна, а оставайтесь с нами. В смысле? Мы ремонт делаем в однушке. Да, мы купили однушку. Пока одну. Нам о детях надо позаботиться. Вот давайте вас там поселим. Вы ребят будете из школы и садика встречать. Мы вам денежку платить будем. Все же лучше, чем чужому человеку. А? Оставайтесь. Зоя Петровна вдруг заплакала, закрыла лицо руками. Думаете, мне самой приятно? Нет, то, что Катюша сказала, да мне никто в жизни такого не говорил. Я от детей родных такого не слышала. Спасибо, Катенька. Думаете, хорошо мне на старости лет по чужим углам скитаться? Думаете, не хочу я на своем диване лежать, на своей кухне свою кашу варить и есть? Силы моей нет. Всю жизнь только и слышу, какая я неумеха. Такая, сякая, деревня, сельпо мальчику жизнь испортила. Всю жизнь меня тыкает. Детей не так воспитала, плохо за Димочкой ухаживала. А тот Димочка без мамы шагу не шагнет. Цветы, цветы на 8 марта с одобрения мамы дарил всю жизнь. Если бы мама не разрешила, так и быть мне без цветов. Плачет Зоя Петровна. Квартиру в одном доме купили, чтобы маму доглядывать. А она меня выжила из моей же квартиры. Зоя, Зоя, прости меня, болвана. Зоя, приезжай домой. Раздалось в трубке телефона, который Зоя Петровна положила на стол и не отключила. Забыла. Прости, Зоя. Алло. Здравствуйте, Дмитрий Анатольевич. Знаете что? Не отдам я вам Зою Петровну. Вот, сама буду мучить, а вам не отдам. Никому она не нужна. Все ее шпыняете. И вообще, я ее замуж отдам. За хорошего человека. У нас Борис Миронович по соседству живет. Правда, Никит? Никита отчаянно замотал головой. Через 3 часа в дверях квартиры Никиты и Катерины стоял Дмитрий Анатольевич с огромным букетом в руках, как оказалось, с 3, для любимой женщины, для снохи Катюши и маленькой Настюши. Дима? Зоя, прости дурака, а? А как же мама? Она тебя отпустила одного или... Зоя, прости, мама больше не будет к нам ходить. Я все высказал, сказал, что сам буду к ней приходить, либо мы уедем к ребятам, продадим квартиру, а адрес ей не скажем. Она пожилая, Зоя, ей тяжело понять, но вроде бы согласилась. Мам, вы бабушке кота заведите, пусть о нем заботятся. Они встретились все, когда у бабушки был юбилей, 80 лет. Живая, бодрая старушка попыталась опять манипулировать снохой и женами внуков, но получила такой отпор. А Катя пообещала поселиться у нее в квартире и научить жизни. Юбилей хорошо справили. Подарили бабушке котенка и маленькую таксу. Теперь из дома только на прогулке с Глашей, с таксой, а то Мурзик скучает один, и по гостям некогда ходить. Пришлось научиться есть невесткину стряпню. Она, конечно, не ахти, но все же пирожки у нее ничего так, да и блины, и салаты, ну и мяско запекает, да и котлеты. Чего уж, повезло Диме с женой.
Катя с семьей вернулись домой. «Дети, а я давно хотела спросить, когда это я вам котлеты с макаронами за шиворот высыпала?» Сама просила подыграть. Рассмеялась детвора. Вот такая история, друзья. Напишите, пожалуйста, что вы думаете об этой истории. Не забудьте подписаться на канал и поставить лайк. Всего вам доброго. До свидания.